Полундра, ребята. С вами капитан Харп. Добро пожаловать на борт корабля пиратов губной гармошки. Сегодня у нас на горизонте замечательная гармоника Lucky 13 от компании Stop и Брэндона Пауэра. Ранее мы уже рассматривали одну гармошку компании Stop. Я думаю, что на данный момент это один из наиболее известных производителей гармоник Китая. Что касается Брэндона Пауэра, то я думаю, этот человек не нуждается в представлении. Он известный музыкант и известный изобретатель, если так можно сказать, в мире губных гармошек. И Lucky 13, или попросту Lucky 13, это как раз его детище, которое он придумал и воплотил в жизнь при помощи компании Stop. Итак, что же входит в комплектацию этого инструмента? В комплектацию Lucky 13 входит замечательная коробочка. Сверху мы видим наименование гармошки, надпись Bass Blues Harmonica, которая обозначает, что это блюзовая гармошка, то есть диатоническая, 10-дырочная, но при этом есть приписка Bass, о которой мы поговорим чуть позже. Two Harps in One надпись, которая тоже намекает нам на некую необычность этого инструмента. Далее сбоку мы видим рекламу производителя, в частности сайт Брэндона Пауэра, brandonpower.com. То, что гармошка создана Брэндоном Пауэром, собственно, и Made by Stop, сделана гармошка компании Stop. Сбоку желтая наклейка, которая говорит нам о том, что это гармошка в ключе C или до. Только этими наклейками сундуки данной модели друг от друга отличаются. Все остальное идентичное, карамба. Внутри коробки у нас замечательный кейс, он же чехол. Сверху Lucky 13, надпись Bass Blues Harmonica, повторяющая информацию, находящуюся на коробке. Гармошка у меня уже некоторое время, больше года, и надпись слегка затерлась, что говорит о том, что нужно не самого лучшего качества, но это мелочи. Также мы видим аналогичную вот этой наклейку, свидетельствующую о наименовании ключа гармошки. Кейс плотный, сшит на вид добротно, на молнии, черного цвета, как вы видите. В целом, такие кейсы хороши с точки зрения практики. Но в плане дизайна они уступают как старым пластиковым разновидностям, так и новым, которые носят название EVA. Открываем кейс и достаем непосредственно сам инструмент. Сразу же нам бросается в глаза размер гармошки. Она длиннее, как вы можете видеть, чем стандартная гармоника. И если посчитать количество отверстий, то выяснится, что их не 10, а 13. Собственно, Lucky 13 как раз таки говорит нам о том, что у нас есть аж целых 3 дополнительных отверстия. Если посмотреть сверху, то помимо того, что мы уже видели ранее, мы видим, это часто бывает, нумерацию отверстий. И первые 3 отверстия, они пронумерованы необычно, они выделены, что отличает их от остальных и, собственно, говорит о том, что это как раз-таки те самые 3 добавочных отверстия, которые выделяют данный инструмент. Что ж, комплектация у гармошки довольно-таки стандартная. Впрочем, сам инструмент, за счет своей необычности, это компенсирует, карамба. Крышки выполнены черного цвета. Сверху и снизу на крышках имеются своего рода наклейки в виде обозначений компании Stop на нижней крышке, на верхней наименование гармошки, надписи Брэндон Пауэр и нумерации отверстий. Первое время эти наклейки своего рода
ощущаются во рту и создают легкий дискомфорт. Впоследствии они уже не так явно ощущаются, можно даже сказать, не ощущаются, но вот первое время может доставить некий дискомфорт. Что касается внешнего вида, то все вроде и сделано неплохо, но со временем надписи поблекли, причем я не особо много играл на этой гармошке. Думаю, они будут отслаиваться, что может несколько негативно сказаться на дизайне инструмента. Далее корпус у нас также выполнен черного цвета. У нас спереди наименование ключа, сзади надпись компании-производителя. И вот здесь уже претензий нет, потому что эти надписи со временем не потерлись, в отличие от тех, что нанесены на крышках. Платы серебряного цвета. В целом я бы сказал, что они неплохо сочетаются с крышками и с корпусом, но наименование золотого, мне кажется, если бы платы были также золотого цвета, то было бы еще лучше. Или же наоборот, платы серебристые, соответственно, надписи также серебристые. Такого же цвета у нас здесь на вид самые обыкновенные винты. В целом все сочетается довольно-таки неплохо, но кое-где можно, как я уже сказал, придраться. Как я уже сказал ранее, поначалу может присутствовать некий дискомфорт от наличия ощутимо тактильных надписей на крышках. Также необычно, конечно, длина гармошки, что для кого-то может стать как плюсом, так и минусом. У меня, например, пальцы достаточно длинные, и некоторые гармошки, несколько неудобно держать. Здесь, конечно, даже свободное место остается, поэтому в этом плане к инструменту претензий нет. Но 100% играть будет необычно. 3 дополнительных отверстия повлияют на игру по крайней мере первое время. также обратите внимание, что нижняя крышка имеет скос, характерный на модели Honor Thunderbird. Это сделано потому, что первые 3 язычка, они настроены на октаву ниже, чем последующие 3. Что это значит? Гармошка у нас в до, начиная с первого отверстия не выделенного, и по 10 у нас стандартное построение, стандартная настройка. А вот первые 3 отверстия, они настроены на октаву ниже, чем на стандартной гармошке до. При этом строй такой же, строй Рихтер. Получается, что в первых 2 октавах у нас строй полностью повторяется, так что фактически, о чем свидетельствовала надпись на коробке 2 в одном эту гармошку, можно считать миксом гармоники Low C, обычной Low C, и стандартной C. Теперь самое время проверить, как это сокровище звучит. Вот эти первые 3 отверстия сейчас прозвучали, басовые. В целом звучание, я бы сказал, что жирненькое, но сам тембр, который передают язычки, сделанные из фосфорной бронзы, обладает, я бы сказал, некой верхастостью, и мне она не совсем приятна. Почему я, собственно, мало играл на этой гармошке. Но я думаю, это на любителя, и кому-то такой характерный тембр может прийтись по вкусу. Причем на других гармошках компании Stop я этого не ощущал, так что, возможно, это касается только Lucky 13 или даже только конкретно вот этой модели, вот этого экземпляра,
который попался мне. Для чего же, собственно, нужны эти 3 дополнительные отверстия? Зачем здесь 13 отверстий, а не 10, как обычно? Ну, во-первых, я думаю, можно более убедительно совмещать ритм-секцию, какие-то наигрыши аккордами или интервалами с мелодической линией. Давайте попробуем. Некий риф, сыгранный, если бы у нас была обычная десятидырочная гармошка. Давайте ритмически поддержим теперь данную мелодию с помощью 3 басовых отверстий. Звучит, на мой взгляд, более жирно, и при умелом обращении, я думаю, может сложиться впечатление, что здесь 2 гармошки звучат. Одна именно играет ритмическую партию, другая мелодическую. Еще одна особенность, о которой сейчас вспомнил, когда более-менее активно играл на этой гармошке, то, что на ней почему-то язычки залипали чаще, чем на других гармошках. Еще на этой гармошке можно совмещать игру в низкой октаве, в дополнительной, и стандартной октаве, чего попросту невозможно сделать на стандартной десятидырочной гармонике. И, конечно же, не стоит забывать о появившихся дополнительных интервалах благодаря низкой октаве. Например, октав. Конечно, первое время дополнительный скос внизу, который утолщает в этом месте гармошку, тоже может влиять на игру, но в целом эта фишка не новая. Она встречается также на Honor'ах, встречается, если не ошибаюсь, на некоторых моделях Suzuki. Поэтому не думаю, что этот скос должен смущать. Тем не менее, несмотря на его наличие, должен он предохранять очки от попадания по крышкам, в результате чего появляется такой не самый приятный дополнительный призвук. Тем не менее, иногда этот призвук все-таки проскакивает. Может быть, стоит играть чуть помягче, а может быть, этого скоса недостаточно для того, чтобы он эффективно предохранял гармошку от вот таких вот, сейчас попробую изобразить, призвуков. Итак, какой же итог будет у обзора данного инструмента? В целом гармоника неплохая. Для кого-то она может оказаться очень удачным решением. Например, если вы не хотите иметь в своей коллекции отдельно гармонику в стандартном ключе, отдельно гармонику в лоу, то в принципе можно обойтись и таким вариантом, но нужно учесть настройку гармошки. В первую очередь нужно обратить внимание на то, что конкретно данная настройка не является единственной. Существуют различные настройки этой модели. Несмотря на то, что гармошка, да, в каком-то смысле повторяет
особенно в самой низкой октаве, гармонику в ключе low, тем не менее строй будет отличаться. Так в ключе low уже вторая октава настроена иначе, третья еще иначе. То есть, соответственно, здесь будут одни бенды, там будут другие. Здесь одни овербенды, там будут другие овербенды, ну и чистые ноты некоторые, соответственно, тоже. И этот факт нужно учитывать, что это некая альтернатива, но не полная замена наличию в своем наборе гармоники в ключе low. Люпин, что скажешь об этом инструменте? Тебе понравилась гармошка? Подводя итог, могу сказать, что инструмент интересный, необычный. Был представлен как первая 13-дырочная гармошка. Были 12-дырочные диатонические, были 14-дырочные и так далее. Но вот 13-я вроде как первая. Встречается в различных настройках. Встречается в различных внешних исполнениях. Так, например, я видел с серебристыми крышками вариант. В целом звучание у инструмента неплохое, есть свои особенности, есть некая тягучесть в плане звукоизвлечения. То есть это все-таки не Honor, например, многие модели которого достаточно лишь немного кастомизировать, чтобы звучало уже более-менее прилично и при этом игралось комфортно. Здесь же, опять-таки, на любителя, но я бы сказал, что требуется более кропотливый, более глубокий подход к кастомизации для того, чтобы игралось в инструменте максимально комфортно. Это при том, что это еще не самый низкий ключ данной модели. Чем ниже, тем, соответственно, играть будет в плане звукоизвлечения для многих, я думаю, сложнее. На этом все. Опустить якорь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Попутного ветра, ребята.